Здравствуйте, друзья! В России скупают электростанции для майнинга криптовалют. И снова Хаукола. Каждый день я узнаю что-то новое и стремлюсь делиться этим с вами. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Максим Агаджанов. На днях стало известно, что частные инвесторы стали покупать электростанции для майнинга криптовалют. Пока речь идет о небольших ТЭС в Пермском крае, который бизнесмен Алексей Колесник приобрел у компании Т+, Виктора Вексельберга. По мнению специалистов, относительно низкие цены на электричество и законодательные нормативы дают возможность развивать криптодата-центры в РФ. Правда, проблемой может стать низкая эффективность старых ТЭС. Расход топлива на них в 1,5 раза выше, чем в среднем в российской энергосистеме. По мнению Натальи Прохоровой из Акра, затраты на электроэнергию для дата-центра или майнинга на этих станциях будут примерно на 40% ниже цен для потребителей в этих регионах. Тем не менее, стоимость электричества даже в этом случае сравнима с показателями в Сибири. Станция относится к компании ООО «Губахинская энергетическая компания» ГЭК, которая также была продана криптобизнесменам. Согласно официальным данным, покупателем активов у Вексельберга выступила Надежда Симанова. Однако реальный владелец Алексей Колесник, который в конце декабря стал главой ООО «ГЭК», пишет «Коммерсант». Он является также генеральным директором и основным владельцем ООО «Нордикс Пермь», компании, которая занимается торговлей топливом. Одна из станций – Кизиловская ГРЭС, Пермский край, 23,6 МВт. Вторая – Сарапульская ТЭС, Удмуртия, 10 МВт. Компания Т+ продала их по отдельности. ГРЭС была продана за 30 миллионов рублей, а ТЭЦ и городские сети за 129,3 миллиона рублей. Эти активы было решено продать из-за их убыточности. В первую очередь Кизиловской ГРЭС, которая снабжает теплом город Губаха. По словам Алексея Колесника, приобретенные электростанции действительно могут начать использоваться в качестве источника энергии для майнинга криптовалют. Но вероятен также и сценарий создания бизнес-центра рядом с объектом. В перспективе есть идея развить дата-центр. Это не только майнинг. К тому же есть закон Яровой о том, что информация должна храниться в России, а дата-центр – это обычная серверная комната, заявил Колесник. Вариант с криптовалютой мы тоже рассматриваем, но до принятия законодательной базы вплотную заниматься этим не планируем. Ранее предложения о преобразовании промышленных предприятий в центры по майнингу криптовалют неоднократно поступали от представителей бизнеса и официальных лиц. Так, в середине августа стало известно, что интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев ведет переговоры с Росэнергоатомом о размещении майнинг-фермы на базе дата-центра около Калининской атомной электростанции, Тверская область. Предложение о предоставлении инфраструктуры и избыточных мощностей электростанции Евросибэнерго майнерам поступали Олегу Дерипаске, владельцу этой компании. Стоит отметить, что криптовалютная сфера в стране до сих пор не зарегулирована законодательно. Минфин России лишь начал разрабатывать закон о криптовалютах. В то же время с 1 июля 2018 года пакет Яровой, который часто называют антитеррористическим, обязывает интернет-компании хранить данные о фактах приема и передачи данных не менее 1 года. Что касается операторов связи, то в их случае продолжительность хранения данных должна составить 3 года. ЦОД в любой стране, где развита ИТ-сфера, потребляют много энергии. Причем в бюджете некоторых ЦОД около 50% отведено на затраты на приобретение энергии. Это даже выше, чем в алюминиевой промышленности, где электричества потребляется очень много. Тем не менее, стоимость криптовалют позволяет сейчас майнить биткоин или эфир без особой оглядки на цену энергии. Как уже говорилось выше, чиновники и предприниматели предлагают создавать российские майнинговые центры. Так, об интересе к их созданию говорил в июле прошлого года глава ВЭБ Сергей Горьков, а вице-премьер Юрий Трутнев предлагал использовать с этой целью энергомощности ДФО. Аналитики считают, что перспективы развития дата-центров в России связаны как раз с требованиями хранить данные внутри страны и относительно низкими, относительно общемировых показателей ценами на электроэнергию. Автор статьи Максим Агаджанов.
С вами был Домовой. Не забудьте оставить лайк под видео. А еще буду рад, если подпишетесь на мой канал и включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока, ребятки!